Привет! Мы на станции Дондемунд History Культур Парк. И прямо за моей спиной тот самый выход номер 1, который ведет нас к самому футуристическому и современному зданию Сеула. Пойдемте посмотрим. Это Дондемунд Дизайн Плаза, или просто ДДП. Его спроектировал легендарный архитектор Заха Хадид. Обратите внимание на его облик. Он действительно похож на космический корабль. Ни одна из 45 тысяч панелей на его фасаде не повторяется. В этом здании есть 3 холла: арт-помещение, музей и дизайнерская лаборатория. Для слепых людей, чтобы они могли пощупать и понять, какой формы это здание сделано. Интересно, они придумали. Сейчас мы приехали как раз в такое время, что еще и солнце не село, но и город уже включил свои огни, подсветку, и это здание выглядит еще более интересно и футуристично. Как утверждает архитектор, на этом здании нет ни единой прямой стены. Оно все такое элитное, монолитное, переливается. И начнем мы свое путешествие из холла номер 3. Это дизайнерская лаборатория. Давайте окунемся внутрь этого здания и посмотрим, что нас здесь ждет. Можно создать свою дизайнерскую футболку, выбирая своеобразные принты на свое усмотрение. Каждый может для себя создать какую-то уникальную вещь. Берешь, добавляешь на футболочку, потом покупаешь, и тебе вот распечатывают здесь на месте вот такую футболку. Интересная концепция. О, Нико, 你看上面。We have a stamp tour. And Нам выдали вот такие вот ваучеры. Нужно пройтись по всем локациям в этом здании и поставить штампы. Давайте попробуем это сделать. Go. Go. Первое место штамп здесь. Oh, you're Мы получили первый штамп, и здесь мы можем что-то себе собрать, какой-то брелок или какую-то, в общем, поделку. Так, мы сделали себе вот такие вот брелки. Это у нас был первый штамп, и заняло это, наверное, все минут 15. Нужно ускоряться и идти дальше. Штамп. Стенд, где можно было собрать из бисера браслеты. Но уже все закрыто. Мы просто получаем штамп и идем дальше. Следующее место, где нам нужно получить штамп, это такой компьютер с искусственным интеллектом, где нужно ввести промпт, чтобы создать какую-то фотографию. Сейчас мы введем промпт и создадим что-то. Дыма? Да. Я думал, можно загрузить свою фотографию, чтобы сделать генерацию какую-то, но они просто сказали, введите текст, и что-нибудь получится. А, вон, смотрите, что-то получилось. Ой-ё. 不知道。像不像女生变成了男生 Thank you, bye. Все, мы ставим свои последние штампы. Мы поставили все 6 штампов и уходим за своим призом. Интересно, что мы получим? И пришли за нашими подарками.
О, Отлично, мы получили свои открытки. Мы создали сами себе вот такие брелки. И все это бесплатно. Я прям удивлен. Классно. Идем дальше. Следующий павильон. Это здание не просто выглядит как космический корабль, но в нем можно еще и запутаться, как в космическом корабле. Пытаемся найти вход в холл А, там где арт-объект, а как туда войти, неизвестно. При раскопках нашли археологи здесь очень много старых реликвий, и в конечном счете они решили их пометить вот так вот какими-то задекорированными камнями. Эти фотографии, которые сделаны во время строительства, во время раскопок. В здание номер А мы так и не смогли попасть. Третий раз возвращаемся именно к этому месту, как будто вокруг него здесь все завязано. Один раз пришли оттуда сюда, один раз ходили вон туда вниз, а сейчас мы пойдем вот сюда вниз. Анти, пришел к тебе друг. Вон он слева от тебя. Плаза и территория вокруг открыта 24/7, но внутрь зайти и некоторые выставочные залы внутри работают только с 10 до 7, поэтому мы не успели зайти посмотреть некоторые залы. Вот на территории в общественные залы здесь бесплатные, но некоторые выставки могут быть платными. Это нужно уточнять при входе в галерею в саму. Откуда мы сюда пришли, туда и уходим в метро. Едем дальше на следующую остановку. Центр города. Метро в Корее очень странное. Центр. Буквально спустя 2 остановки мы вышли на Миндон-стрит. Пешеходный ночной рынок в Корее. Очень популярное место. Здесь очень много туристов постоянно. Наткнулись на такой вот жареный сыр. Он прям кладет вот такие вот огромные куски сыра и жарит его. И этот сыр стоит 5000. Здесь можно платить только наличкой или с телефона. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой-ой-ой. Хаучима. Тен, путен. Сладкий, да. Сверху этот сыр полили сгущенным молоком. Он получился сладким. Потеряться здесь, расплюнуть, да? Дом корейской лапши. Пойдем покушать традиционную корейскую лапшу. Сделали мы заказ, 3 блюда на 42 тысячи вон. Наелась? Не наелась. Очень.
Я не перчил, но острая у меня. Я объелся тоже. Выходим снова на улицу на мороз. Ха-ха-ха. Шипушима. Ай, елки везде стоят. Мы пришли к магазину Sony, который тоже закрыт уже. Пока мы пофотографировались и поснимали видео возле елки, он закрылся. Хотя на самом деле он закрылся уже 2 часа назад. Nico 想看南山塔，在那儿。 Ночью город, конечно, преображается, когда загорается подсветка, всякие гирлянды, огоньки, LED-экраны. Все становится таким ярким, необычным, красивым. Конечно, мы пришли во второй магазин, который тоже закрыт, Sony вон там. Но зато сзади меня виднеется Seoul Tower. Вон подсвеченная синими огоньками. Такая маленькая. Ой, ты боже, какая красивая. 没有关系。 А. 哎呀，不好看。 Ох, эти женщины. Все им должно быть красиво. Я говорю красиво, она нет, не красиво. Я пытаюсь найти красивый ракурс, чтобы снять эту башню. Одно из самых любимых занятий в Корее — это заходить в такие будочки, такие автоматы и делать здесь всякие странные фото. Она говорит, что она где-то есть здесь. Выходим. Очень громко играла музыка внутри, да? Здесь более тихо, спокойно. В общем, такие вот автономные боксы, так называемые, комнатки, где можно прийти и сделать себе какую-нибудь такую фановую фотографию. Время уже почти 12 часов ночи. Мы приехали, устали немного. Вот здесь есть очень много разного мороженого. Угу. 你吃过这个？ Мое. 这个？ Угу. 白色还是这个？ Цыга. Да что за мороженое со вкусом томата? Еще Вантин говорит, я еще хочу вот это. Мороженое со вкусом кукурузы. Все по 1400. Всего мы взяли 6 морожен на 8000. Красивая улица, вроде бы все прекрасно. Здесь такой, оп, мусор стоит. И так вот по всей дороге, по всем улицам. Это так, конечно, портит впечатление.